Птицы писают и какают одновременно и из одной дырки. Расстояние от внутренней стороны локтя до запястья равно длине твоей стопы. Это довольно-таки забавно, потому что звучит неправдоподобно. Предплечье окажется более длинным. Но если приставить стопу к руке, то окажется, что это действительно правда. Если вытянуть обе руки перед собой и начать по воздуху писать какое-нибудь слово, то второй рукой, которая не преобладает, можно будет, не задумываясь, написать зеркальную версию этого слова. С фигурами это тоже работает, если вы вдруг рассказываете это ребенку, который еще не умеет писать слова.